Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я расскажу, как отремонтировать суппорт автомобиля своими руками. Мой суппорт от автомобиля Славута, но принцип действия и работа всех суппортов автомобилей одинакова. Этот суппорт никак не хочет сдвигаться обратно, он заклинил, хотя по направляющим пальцам он двигается без проблем. Будем его ремонтировать. Нам понадобится обычный старый медицинский шприц, смазка ВД-40, небольшая струбцина или обычная монтировка. В этой бутылочке находится жидкая смазка ВД-40 со старого баллончика. Можно использовать также тормозную жидкость, но эффект будет меньше. Берем старый медицинский шприц и заливаем в него 2 кубика смазки ВД-40. Одеваем иглу на шприц, прокалываем резиновый уплотнитель и запускаем сюда эту жидкость. Берем мощную струбцину и зажимаем поршень суппорта на место. Вот поршень дошел на свое место, и можно ставить новые колодки без проблем. Для ремонта суппорта можно купить специальный ремонтный комплект, или же воспользуюсь таким же новым суппортом, у которого отломано ухо. Это суппорт тоже фирмы Агат, у него есть трещина на ухе, его использовать опасно, поэтому я сниму с него основной поршень, все прокладки и переставлю на свой старый суппорт. В первую очередь, не снимая суппорт с автомобиля, необходимо нажать педаль тормоза при снятых колодках, и при этом выйдет поршень суппорта. Если вы этого не сделаете, то придется использовать компрессор и маленькую насадку для того, чтобы создать давление в суппорте. Для того, чтобы тормозная жидкость не пролилась на землю, я воспользуюсь чистой емкостью и буду нажимать педаль тормоза. Теперь я ключом на 17 отсоединю тормозной шланг от суппорта, для того, чтобы вытекло меньше тормозной жидкости, и закрою его вот такой маленькой пробкой или любой деревянной заглушкой. Теперь обрабатываем две направляющие гайки пальцев суппорта с помощью смазки ВД-40. И ключом на 13 откручиваем их от пальцев направляющих. И снимаем суппорт со своих направляющих. И теперь вынимаем поршень до конца. Как видим, внутренняя поверхность суппорта вся грязная, ржавая. Необходимо все это отмыть, поснимать старые уплотнители, и после этого будем монтировать новые. Посмотрим на поршень. Он тоже весь покрыт ржавчиной, особенно в этой части. И теперь понятно, почему он не хотел возвращаться обратно в свой цилиндр. Но пока я этот поршень положу в запас, а пока сниму с испорченного суппорта новый поршень и поставлю его в этот корпус. Для создания давления внутри суппорта я возьму старый автомобильный сосок с камеры, подключу его к автомобильному компрессору для шин, прислоню к подающему отверстию и буду качать. Как оказалось, внутренняя поверхность суппорта покрылась ржавчиной от поршня, что говорит о его коррозии при хранении.
но его внешний вид все равно лучше, чем старого, поэтому хорошо его зачистим, зашлифуем и будем ставить на мой суппорт. Для полировки поршня я воспользуюсь пастой для полировки М40. Она имеет грубую консистенцию и хорошо снимет все налеты. Наносим ее на мягкую ворсистую ткань. И начнем полировать. Вот поршень почищен до зеркального блеска, и можно уже его ставить на суппорт. После этого берем корпус старого суппорта и снимаем с него все резинки и крепления. Вот видно, что уплотнительные кольца покрыты ржавчиной, грязью, и поэтому клинит поршень. После этого берем старую зубную щетку, укладываем суппорт в емкость небольшую и наливаем сюда бензин. И после этого будем чистить, особенно внутреннюю часть. Особенно хорошо прочищаем посадочные места резиновых манжет. Я выйму уплотнительные кольца из нового испорченного суппорта. Аккуратно, чтобы их не порвать. Теперь устанавливаем кольца в корпус старого суппорта. Слегка смазываем поршень тормозной жидкостью и одеваем на него уплотнительный пыльник. Одеваем его так, чтобы здесь оставалось примерно 5 мм свободного пространства. После этого обильно смазываем внутреннюю поверхность цилиндра с помощью тормозной жидкости. И одеваем в свой паз пыльник поршня. И аккуратно задвигаем поршень в свой цилиндр. До упора. Прикручиваем новый штуцер прокачки на свое место. И одеваем резиновый пыльник на штуцер. И вот, наконец, суппорт отремонтирован. Необходимо его проверить, как он работает в двух режимах, и после этого можно устанавливать его на автомобиль. Вот, суппорт отремонтирован и готов к установке на автомобиль. Вы видели, что даже новый суппорт имеет внутри следы ржавчины при длительном хранении. Поэтому необходимо перебирать даже новые суппорты. Вы посмотрели видео о том, как отремонтировать суппорт автомобиля своими руками. Я ремонтировал его на автомобиле Славута, Таврия, но принцип действия у всех суппортов одинаковый. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.